Сегодня в видео ремонт и восстановление электронных часов. С вами Реал Конструктор Стас. Приступим. Не успели закончиться новогодние и рождественские праздники, ко мне обратилась хозяйка часов, которые сломались в новогоднюю ночь. Часы не включаются, кнопки для настройки провалились внутрь. Снимаю не по фэншую намотанную черную изоленту, и сразу видно, что она тут неспроста. Корпус не рассыпается благодаря ей. Первым делом разбираю. Чтобы добраться до крепежного винта корпуса, необходимо снять крышку отсека для батарейки. Высыпаю наружу все, что туда провалилось. Конструкция странная. Мембраны, выполняющие функции нормально открытых контактов, приклеены на скотч. Что ж, не будем отступать от заводской сборки и восстановим все, как и было задумано разработчиком. После снятия скотча на плате остался клей, и его можно снять чистым спиртом. Заодно очищу загрязненный корпус. Далее восстановим кнопки настройки. После очистки вставляю мембраны назад и приклеиваю полоской скотча соответствующей длины и ширины. Панель с кнопками от времени отпала. Креплю ее назад тем же способом. Капля термоклея. Но теперь 3 точки, а не 2, как было изначально. А вот и виновник неисправности, по которой не включались часы. Переломался и отпал провод питания. Зачищаю изоляцию, снимаю оксидную пленку с жил провода. Вложу в зачищенный конец и припаиваю его на штатное место. После пайки обязательно проверяю надежность соединения. Собираю в обратном порядке. Устанавливаю кнопки на свои места. Соединяю 2 половины корпуса. Завинчиваю выкрученный саморез в отсек для батареек. Разъем для батарейки обворачиваю полиэтиленом, чтобы он не гремел внутри. Ставлю крышку отсека для батарейки на место и возвращаю назад саморез. Так, а что с другой стороны с крепежом? О, ужас! Как ты сюда попал? Ставлю нормальный человеческий саморез и собираю корпус воедино. Результат налицо. Корпус чистый, собран как положено, теперь без изоленты, на саморезах. Целостность корпуса восстановлена. Часы включились, кнопки работают.